Ни для кого не секрет, что пластик – крайне опасное вещество, которое представляет угрозу не только для человеческого организма, но и для Земли в целом. Снимки молодого 26-летнего парня Дениса Борисова недавно облетели весь мир. Нельзя сказать, что он профессиональный фотограф, просто он оказался в нужный момент в нужном месте. Воля случая привела Дениса и его друзей в район озера Белое в Карелии. Вместе с друзьями он наслаждался природой, делал фото птиц и деревьев. Он навел объектив своего фотоаппарата на один участок леса и не сразу поверил своим глазам. Он заметил что-то странное, он знал, что в этом районе обитают хищники и дикие звери, поэтому морально был готов к встрече с хозяевами леса, но то, что он увидел, поразило его, отняв дар речи. Вдалеке маячил почти что скелет взрослого волка. Животное настолько сильно истощилось, что через кожу можно было увидеть и пересчитать каждую косточку, шерсть свалялась, кое-где она выпала клочьями. Весь внешний вид животного молил о милосердии и пощаде. Бедное животное в поисках остатков пищи, которые человек оставил в лесу, скорее всего после отдыха, влезло головой в пластмассовый контейнер и больше не смогло самостоятельно освободиться. Увиденная картина заставила ребят действовать. Естественно, понимая угрозу со стороны хищников, друзья не решились самостоятельно предпринимать какие-либо действия. Но Денчик вместе с друзьями не растерялся и незамедлительно вызвал бригаду ветеринаров. Они понимали, что времени мало, и стая может покинуть этот участок леса и уйти восвояси. Но произошедшее позже удивило не на шутку. Стая из 8 волков даже не собиралась уходить, она была неподалеку, наблюдая за людьми. Наблюдение продолжалось около минут 10. Стая смотрела на людей, люди смотрели на стаю. Как говорит сам Денис, это было непередаваемое чувство, казалось, что мы изучаем их, а не нас. И вот когда стая поняла, что ожидать опасности от людей ей стоит, несколько волков расступились, и на передний план вышел тот самый бедняга с пластиком на голове. Истощенное животное неуверенно медленно стало приближаться в сторону людей, а остальные стояли в стороне, наблюдая за сородичем, который попал в беду. К тому времени, когда приехали ветеринары, волк уже спокойно находился среди людей, словно понимая, что это его последняя надежда на спасение. Прибывшая на место группа специалистов связали лапы ослабевшему бедняге и спустя некоторое время освободили от пластиковой тюрьмы. От стресса и недостатка кислорода температура тела была повышена, и волка пришлось поливать водой, чтобы он хоть немного пришел в себя. Все это время он спокойно лежал и смотрел пронзительным взглядом на людей, в котором без слов можно было увидеть благодарность. Спустя полчаса спасенный Серый, набравшись сил и немного окрепнув, сорвался с места и скрылся со своей стаей, даже не оставшись делать фото на память, при этом лишь один раз показавшись из-за деревьев. Словно благодаря своих спасителей. Друзья были очень довольны тем, что обычная фотосессия смогла спасти беднягу от неминуемой гибели. Если бы не они, то жертв пластика было бы на одну больше. Берегите природу и диких животных, потому что это наш долг. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.